Hello, товарищи! Welcome to my channel. Today I'm starting to read to you The Lady with the Dog. It's a short story by Anton Pavlovich Chekhov. So please make yourself comfortable and enjoy the beauty of the Russian language. Антон Павлович Чехов. Дама с собачкой. Часть первая. Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так — дама с собачкой. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней. Ему не было еще 40, но у него была уже дочь 12 лет и 2 сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом 2-го курса, и теперь жена казалась в 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах твердый знак, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием. А он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно. Изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так: низшая раса. Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом,
чтобы называть их как угодно. Но все же без низшей расы он не мог бы прожить и 2 дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе. С ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя. И даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно. И положение, в конце концов, становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете проходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели. Но когда дама села за соседний стол в 3 шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошел, погрозил ему пальцем.
Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Дней 5. А я уже дотягиваю здесь 2-ю неделю». Помолчали немного. «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука», — сказала она, не глядя на него. «Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре, и ему не скучно, а приедет сюда — ах, скучно, ах, пыль. Подумаешь, что он из Гренады приехал». Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые. Но после обеда пошли рядом, и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Имеет в Москве 2 дома. А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живет уже 2 года. Что пробудет она в Ялте еще с месяц, и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж: в губернском правлении или в губернской земской управе. И это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной. Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась все равно, как теперь его дочь. Вспомнил, сколько еще несмелости
угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым. Должно быть, это первый раз в жизни она была одна в такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза. «Что-то в ней есть жалкое все-таки», — подумал он и стал засыпать. Конец первой части. End of part 1. Did you like it? How many Russian authors do you know? Which ones are your favorites? Please tell me in the comments below, and don't forget to subscribe if you don't want to miss the next part of the story. До свидания, товарищи! Эска. Козявка.